Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. В сегодняшнем видео у нас кардиган, который я вам обещала, вернее их два. Вот они, две разные модели, разный воротник, разный рукав, разная длина, вот разный узор. Узор у нас по видео я оставлю под видео в описании ссылочку на разбор узора. Вот на нем на узоре я останавливаться не буду. Вот только модель и цифры размеров. Значит, что касается пряжи, значит, на пряжу, на изделие у меня ушло на мой размер. Значит, нет, давайте так. Сначала про размеры. Видео идет в трех размерах. Вернее, мой расчет на 3 размера. Это XS, ML и XL и 2XL. Вот приблизительно, девчонки, вы, конечно, меня ругаете за это, но я привыкла в таких размерах. Поэтому вот наша длина в сантиметрах и ширина в сантиметрах. Вот ориентируйтесь на вот эти вот размеры. То есть вот ширина по спинке у меня 47-55, мой вариант 55 сантиметров и 66 сантиметров, самый большой кардиган. Это по спинке. То есть если по большому счету брать, то до окружности бедер 120 сантиметров. Вот этот вот большой размер. Здесь у нас где-то до 110 и здесь до 100 сантиметров окружность бедер. Ну, возможно, даже чуть меньше, чем 100. Это на маленьких худеньких девочек. До 95 я бы сказала, чтобы... Почему я так говорю? Потому что там у нас запах, там у нас передняя деталь чуть шире, поэтому возможно и до 100. Ну, это зависит от того, вот если плюс-минус 100, то ориентируйтесь на вот эти вот две модели. Если хотите более приталие, ну, такую по фигуре, то берите вот эту, если вы в районе, в радиусе 100 сантиметров. Если хотите свободную, то 55. Для ориентации я вам скажу, что моя окружность бедер это 100 сантиметров, да, вот, и вы видите, что он мог бы быть и уже, то есть я свободно могла бы использовать и вот эту модель, в этом случае она бы у меня получилась вот как бы более в обтяжечку, да, здесь я свободна, а здесь это бы получилось более в обтяжку, поэтому длина, я думаю, вы можете корректировать потом по себе, вот ориентируемся на окружность бедер, да, вот скажем так. Вот, что касается пряжи, я вам сейчас выведу на экран расчет пряжи на короткий кардиган и расчет пряжи на длинный кардиган. Вот, пряжа у нас, боже, чуть не забыла, не забываем, Alize Puffy Fine. Вот у меня осталось, я просто это доснимаю, чтобы уже знать конкретно про расход пряжи. Вот, 100 грамм, 14,5 метров, длина вот этой вот петельки 2 сантиметра, не Alize Puffy с 4-сантиметровой петлей, а именно Alize Puffy Fine. Каждый раз говорю об этом в своем видео, и все равно получается, что кто-то все-таки купит Alize Puffy, потом возмущается, что я неправильно посчитала, да, что это мой вопрос, ну, в смысле, моя проблема, у вас видео неправильное. Вот специально не удаляю эти комментарии. Вот каждый раз говорю, и все равно не слушает. Значит, я вязала вот этот, кстати, девчонки, не помню цвет, по-моему, то ли 502, то ли 522, вот если я не ошибаюсь. Потому что вот эту пряжу я использую уже 3-й раз, и уже у меня этикеток нет. А это новая, 637, вот номер, вот это вот красивая синяя, прям красивая. Вот. Ну, понятное дело, что цвет вы выбираете сами. Я вязала, что у меня есть. Значит, по всему видео у меня идет расчет как бы свой размер, я считаю, в процессе. И вот это вот все я пересчитывала потом. Но я буду дублировать вот эти цифры, выводить циферкой на экран. Либо вы заскрините вот эту вот мой конспект и просто сверяйте свой размер.
Вот, ну, в принципе, все, что надо, я сказала. Вяжем руками. Использовала я еще крючок толстый, большой. Начала, потому что сейчас вот этот вот я использовала, 6 миллиметров. Чуть начала приспосабливаться. Некоторые там детали я вязала крючком. Вот. Ну, и в принципе все. Да, и что я еще обвязывала, я же распускала ниточку, обвязывала. Ну, в общем, все вас ждет в видео, девчонки. Вот, заскриньте себе вот эти вот нужные моменты. Вот, и мы начинаем. Так, а видео на себе, как он выглядит в конце видео, это такой, такая хитрость, да, что вы посмотрели побольше этого видео. Ну, надо, я понимаю, что вам неприятно, но вы же понимаете, что мы, рукодельные вязальщицы, блогеры, мы получаем меньше всех денег со всех блогеров. Наш труд самый малооплачиваемый, потому что видео не смотрят. Смотрят начало и смотрят конец, чтобы посмотреть результат. Вот. Поэтому я вот такие хитрости пытаюсь иногда использовать, чтобы хоть чуть-чуть больше посмотрела. И поэтому видео у нас смотрят полностью только когда уже эту модель вяжут, к сожалению. Для нас. Вообще это нормально, да, я считаю, что это нормально. Но поэтому я вас попрошу хотя бы комментарий и лайк в поддержку канала. Ну и как можно больше посмотреть хотя бы. Просто выключите звук и посмотрите. Потом, когда уже начнете вязать, смотрите как хотите. Но сейчас, чтобы это видео куда-то попало, пожалуйста, посмотрите подольше. Ну и все, спасибо вам всем. А мы начинаем. Для начала я буду на камеру вязать светлый. Все нюансы я буду оговаривать, которые у нас отличают эти две модели. Значит, мы отсчитываем нужное количество петель для вашего размера. У меня это 89 петель. Раз. Я считаю по 2 петли, чтобы было удобно, быстрее. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Это 88 и 89 петель. Теперь, как я уже говорила в узоре, мне удобно быстрее вязать справа налево, поэтому я уже так как бы приловчилась. И первый ряд я вяжу узором номер 2, я вяжу резинкой 1 на 1, и в принципе, как и все последующие ряды в этом узоре, я вяжу одинаково. Контролирую я только вот напротив изнаночного я буду вязать лицевую. Ну, сейчас я довязываю ряд до конца, еще раз вам припомню узор и вяжу до проймы. Либо по моим расчетам вы вяжете пройму, либо корректируете на свой рост. Вот в этом моменте корректируется длина, девчонки. Так, вот я провязала ряд, последнюю начинала с лицевой и закончила лицевой, и теперь снова я переворачиваю и вяжу, начинаю с лицевой и заканчиваю лицевой. То есть все очень просто. Лицевая, то есть мы меняем местами, видите, здесь лицевая, значит здесь будет изнаночная. Классический жемчужный узор, девчонки. Хоп. И вяжем до проймы. Если вы вяжете жакет длинный, то вы начинаете второй узор
И вяжете тоже до проймы свое количество. Итак, девчонки, я провязала 20 рядов. Вот в коротком варианте. В длинном варианте это 40 рядов. И вот у меня вырисовывается схема. Значит, если вы вяжете длинный вариант, то это 40 рядов. Если короткий, то это 20 рядов. Разница составляет 20 рядов. То есть половину всей длины короткого, ну, длинного кардигана мы вяжем. Значит, далее у нас идет вот такое вот такие значения. У вас свои, если вы не мой размер вяжете. Значит, 89 петель у меня разделено на такие вот цифры. Здесь должен быть запах, поэтому вот так вот это я объясняю. Вот, значит, 24, 41, 24. И таким образом я отделяю. Значит, 24 можно вязать отдельно, но я вам просто хочу сейчас показать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И я от этого клубка вяжу вот эти вот 24 петли, то есть я поворачиваюсь, эти оставляю. Значит, здесь у нас изнаночная, то есть я сейчас разделю на 3 как бы клубка и буду вязать, ну, покажу вам. То есть здесь у меня 24 петли, вот они, я вяжу. Далее я отделяю 41 петлю для спинки. Вот здесь вот я привязываю следующий клубок. Это можно делать отдельно, как бы связать спинку, потом полочку, потом спинку. Ну, я просто что снимаю, вам показываю. И вяжу 41 петлю. Раз, два, три, 4. То есть полочка у нас остается здесь вот. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40 и 41. И то же самое я здесь поворачиваюсь и вяжу спинку отдельно. Таким образом я отделила спинку. То есть здесь получается у нас 3 клубка. Можно вязать постепенно, можно вязать одновременно, но отдельно от 3 клубков. Вот спинка у меня отделена. Вот она. И осталось у меня, это у меня я одну полочку отделила, спинку отделила, и осталась вторая полочка, 3 клубок. Я привязываю здесь. Так, и вяжу вот эти оставшиеся 24 петли. Эти, значит, вяжем ровно, в моем случае 15 рядов. Для короткого варианта все детали вяжем ровно. Сейчас я еще на схеме это покажу. Для длинного варианта делаем вырез горловины. Сейчас я вам все покажу. В общем, 3. Вот если смотреть на схему, мы вяжем вот это вот отдельно, спинку отдельно, 15 рядов. В моем случае, в вашем случае, ваше число рядов. И здесь 8 рядов, и далее я отделяю, делаю горловину. Это я вам покажу, как делать эту горловину. В общем, я сейчас на этом образце свяжу и такой вариант полочки, и такой вариант полочки, чтобы вы понимали, как это все делается. В общем, сейчас я вяжу 15 рядов вверх, полочку, спинку и 8 рядов одну полочку. Это 8 рядов полочки, это вяжут те, кто вяжет длинный вариант.
Итак, смотрим, что у меня здесь получается. Значит, спинка провязана. 15 рядов. Вот она. Я, кстати, не с той стороны выложила, чтобы понять не было, так как мы вязали. Вот она, одна полочка. Видите, 15 рядов провязано. И все ровненько. Вторая же полочка, вот она. Вот если вот так вот вы друг на дружку положите, здесь будет запах, что и требовалось. Значит, по вот этой вот 8 рядов, а здесь у нас 28 рядов. Что у нас здесь до конца? И спинка, и передняя деталь. Все у нас одинаково. Здесь все детали один. Здесь у нас 35 рядов, а здесь у нас 55 рядов в длинном варианте. Теперь наша горловинка. Для горловинки нам нужно закрыть 9 петель. Ну, это в моем случае. Я вот таким вот образом беру и закрываю со стороны полочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот здесь у меня осталось 15 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, которые я вяжу еще 7 рядов. Вот я далее продолжаю вязать эти 15 петель. У вас это для длинного кардигана. Я надеюсь, я понятно объясняю, что вот такая вот вровень полочка, вот это вот для короткий. Это значит, что такая же у нас находится и здесь. То есть вот она для короткого. Я ее пунктирами нарисую. Просто чтобы не запутать вас. Вот это вот длинный кардиган. Длинный. То есть вырез мы делаем только для длинного кардигана. Вот он. То есть он с обеих сторон. Вот. И вяжем для длинного кардигана. Это я просто сейчас вяжу, чтобы вам показать. Но я потом распущу и перевяжу нормально. Вот я сейчас вяжу эти 15 петель. Так, вот, смотрите, я провязала 7 рядов. Вот оно так выглядит. Далее что мы делаем? Мы берем, прикладываем к спинке. Вот здесь у нас нить осталась, вот здесь вот. А здесь. А что? А нет, все правильно. Так. И теперь у меня здесь 15 петель, у вас ваше число, да, на полочке. Это у нас все для длинного кардигана. Здесь отсчитываем 15 петель. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По центру остается 11 петель у меня. Здесь остается вот эта нить. И мы работаем только этими петлями. То есть вот она, 15 со спинки и 15 с передней детали. Вот. Что мы делаем? Мы делаем вот таким вот образом. Правую петлю продеваем в левую, а здесь левую продеваем в правую. То есть каждую новую петлю мы берем и продеваем в предыдущую, не наоборот. Вот новую я взяла и ее продела. Новую взяла и продела. Это чтобы не запутаться. Это мы сшиваем петли плеча.
Вот я дохожу до конца. Вот у меня получилась одна петля, вот здесь вот осталась. То есть я сшила петли плеча, и одна петля по центру осталась. Она у нас уйдет в рукав. Здесь я по рукаву набираю из каждого ряда по одной петли. В моем случае это будет 31 петля, потому что вот это вот дополнительная. Нет. Так, вот. Здесь я пропускаю и начинаю со следующего ряда, потому что вот одна петля у меня уже есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Так, с этой стороны 15, видите? И переходим на вторую сторону по спинке, тоже 15. То есть у меня это 30 петель. Раз, два, ну, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все, 30 петель. В моем случае, в вашем случае я напишу, сейчас выведу на экран. И далее вот это вот мы набираем лицевыми как бы петлями. Далее мы переходим на свой основной узор для вашего как бы кардигана. Либо этот, либо тут. Ну, в общем, и вяжете ровненько рукавчик. Не ровненько, с сокращениями, которые я оговорю. Значит, это у нас касается кардигана, который длинный. Вот сейчас я вам, у меня сейчас в разобранном виде. Значит, то же самое, вы, понятное дело, вы делаете с обеих сторон. То есть здесь у нас сшит, как бы сшито плечо и набран рукав 30 петель. Вот, там я делала сокращение, но пока мы об этом не говорим. Одинаково для обеих кардиганов мы набираем рукав, закрываем плечо и набираем рукав. Вот здесь у нас остается вот эти вот лацканы, да, и здесь остается 11 петель. Раз, два, три, 4, 5, 11 петель. У нас здесь остается горловины спинки вот открытыми. Для второго кардигана чуть-чуть по-другому. То есть сейчас мы разобрали вот этот вот вариант. Обе стороны у вас вот такие вот одинаковые. Итак, что же у нас получается в коротком варианте, девчонки? В коротком варианте у нас вот так вот все ровно. Все ровно. И теперь, что же мы делаем? Мы теперь вот здесь вот у нас остается вот эта нить. Теперь мы идем от плеча. Вот смотрите, здесь остается нить для набора рукава. То я уже показала, как это делается. А здесь мы так. Раз, два. Два. Я каждую пару отсчитываю. 2,
Так, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, ой, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5 и 15. Так, так, есть. То есть мы закрыли плечо. Так, теперь я как перепроверить можно? Теперь я уже не знаю, сколько у меня там. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот оно. Сейчас мы еще пересчитаем по-другому. Начинали мы со спинки. Так, ничего не потеряла. Ничего не потеряла. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А вот это вот 10-е. Значит, что мы делаем? Мы закрываем. Вот здесь вот уже можно эту нить обрезать. Видите, здесь у нас нить вот здесь вот. Я ее обрезаю, одну петлю распускаю. И вот таким вот образом ее прячу. Закрываю 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот это вот 9-я. Ну, она 10-я вот получается. Значит, 9 петель я закрыла. Здесь получается вот эта вот петля, которой мы идем. Итак, девчонки, что из себя представляет рукав? Вот в круговую вязан. Я рассказывала, как вязать в круговую в первом видео. Сейчас я вам расскажу про добавление сокращения. Вот в первом варианте это 38 рядов у меня. И во втором варианте это всего 20 рядов. Вот в чем разница, в том, что это 3/4, а это у нас с отворотом классический, ну, нормальный такой себе хороший рукав. Вот. Сокращение. Значит, сокращение у нас в каждом 6-м ряду. Здесь мы сокращаем 4 раза, даже 5, по-моему. Так. 20. Подождите, здесь мы сокращаем 6 раз. Вот в этом случае. А здесь мы сокращаем 3 раза. Вот такой вот широкий рукавчик у нас получается. Ну, посвободнее. Да, как мы сокращаем. Сейчас я вам покажу на вот этом вот втором рукаве. Вот он у меня еще не довязан, но уже на финише. Здесь мне как бы и не нужно сокращать. Вот, но сокращаю, вот, кстати, здесь я вяжу, вот смотрите, по изнанке, потому что я изначально хотела иметь вот эту вот сторону лицевой. Так как я вывернула наизнанку его, то я вяжу как бы изнутри. Сейчас я вам покажу тот второй, как я вяжу. Вот, и сокращаю я вместе, вот смотрите, проймы, где вот это вот у нас присоединяется. Вот давайте я вот распущу, чтобы вы понимали. Вот она пройма. И здесь
внизу вот видно хорошо, вот было сокращение, провязано 2 вместе, вот, 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 и сокращаю я, распустим, я потом довяжу, на вот этом вот визуально, вот вы сложили, и вот на сгибе, видите, по 2 петли вот так вот я провязываю в каждом 6-м ряду и вяжу далее. Вот, то есть вот так вот сократила и пошла вязать дальше. Здесь вот смотрите, с сокращением то же самое. В моменте проймы, где у нас сгиб, я провязываю в каждом 6-м ряду. Вот смотрите, эти 2 вместе я провязала. Вот они, здесь виднее, вот они, и 3-й раз вот они. Тоже точно так же. Вот единственное, что здесь я вяжу уже по лицу. Вот. У меня не наоборот идет нить, а так, как я и вязала. А там наоборот, потому что я ее вывернула. Потому что изначально у меня лицевая сторона была в другом месте. Так, что мы теперь делаем? Теперь я вам покажу, как я заканчивала рукав. Значит, для начала, вот здесь вот, кстати, у меня, видите, тут и узел. Ну да ничего. Вот остается, вот когда вы довязали, кстати, рукав вы можете регулировать, то есть корректировать по себе. Можете этот длинный связать, и тогда у вас будет 6 сокращений. Можете тот короткий связать, то есть длинный кардиган, короткий рукав. Тут уже как хотите. Значит, нить рабочая у нас остается, а здесь я делаю вот таким вот образом. Вот здесь вот уже я начала применять крючок, потому что в некоторых моментах крючок нам просто необходим. Это можно делать и руками, и крючком. Я еще, знаете, что подумываю? Что надо попробовать вязать крючком. Вот еще я не дошла, вот вязать и тут спускать эти петли, а там подбирать и вязать. Вот такой вот метод мне хочется испробовать, но я еще пока к этому не доросла. Ну, не дошел ход. В мозгу это все уже родилось. Понимаете, чтобы работать крючком, а петли здесь спускались. И, то есть они не будут на леске, на крючке эти петли. Вот как-то у меня такая идея пришла. Хочу ее попробовать. В общем, вот таким вот образом я закрываю открытые все петли. И далее я буду использовать крючок. Еще я буду обвязывать, потому что я обвязывать буду и по кругу все по кромке. Вот здесь желательно, чтобы не было так, как у меня. Я разрезаю, я буду обвязывать этой же нитью. Разрезаю эти петельки, девчонки, и буду использовать для вязания эту же нить. Этого мы еще с вами не делали, но мне хочется завершить, чтобы был законченный красивый вид у обеих кардиганов, и чтобы воротник смотрелся как бы красиво так, законченный, так более как бы, как вам сказать, побогаче, да. Вот поэтому я разрезаю, и вот эти вот ниточки я убираю, чтобы не торчали. Они хорошо убираются, сама не распускается. Это получается, я так понимаю, что получается по итогу у нас велюта, да? Вот это не... И теперь что я делаю? Значит, сейчас я вот так вот сюда подхвачу эту нить, то есть закончу, и здесь я вот так вот поворачиваюсь и вяжу в обратную сторону. Почему? Потому что вот здесь у нас получается такая ступенька. И вот чтобы ее попытаться, вот не допускайте мои ошибки. Я вот так вот буду вязать так, значит, простым столбиком захватываю нить, вытягиваю и провязываю. Значит, здесь, девчонки, не затягивать. Максимально повторить плотность самого полотна. Ну и не как бы не слабить очень сильно. Чуть как бы, чтобы оно было плотно, но не стянуто. И не растянуто. Вот. Должна быть золотая середина. Вот так вот я подрезаю. Сколько мне там нужно будет?
Тут тоже, ну, это, к сожалению, у меня ниточки, которые я уже использовала для свитера. Вот. И, ой, я много всего уже вязала. Вот. Такс. Эти легко нитки убираются. Доделывать планируйте перед уборкой, чтобы они не валялись по квартире. То же самое точно так же я заканчиваю на том кардигане, только он длиннее. Вот. Так, вот здесь вот узла у вас, понятное дело, не будет. А я что делаю? Вот когда заканчивается этот ряд, я перехожу на полустолбик и вот с началом ряда совмещаю. Вот, потом обрезаю эту ниточку и продеваю. Так, теперь, значит, рукава у меня здесь готовы. Давайте мы закончим этот короткий кардиган. Я его обвяжу сейчас, и потом мы доделаем тот длинный, доделаем воротник, карманы и обвяжем именно длинный. Так, итак, этот кардиган у меня готов, кроме отделочной обвязки. Что я сейчас сделаю? Вот видите, здесь такой вот упрощенный воротник, такой летний вариант, я бы сказала. Вот. И обвязывать мы будем точно так же, как рукав, поэтому я сейчас вот возьму клубочек свой, половина клубочка или сколько там, и подготовлю пряжу, чтобы вас не задерживать. То есть я ее разрежу и смотаю на клубочек. Итак, вот я распустила ниточку. Так, и что я делаю? Я буду начинать, знаете где? Вот где у меня начинается рукав, вот, как бы примерно на боковом шве, чтобы все остальное у меня было очень красивым. Значит, я беру и просто обвязываю ниточку. Вот здесь вот я маскирую, и в каждую петлю, вот смотрите, и здесь хорошо видно, здесь тоже контролирую, чтобы все было максимально как бы гладко, да, тут стягивать ничего не нужно. И обвязываю. Так, обвязывать будем по кругу прям одним заходом. Вот видите, и получается такой обработанный утолщенный край.
Можно, конечно, обвязать и какой-то нитью, не вот этой пушистенькой, тоже будет как отделка, либо в тон именно, чтобы соответствовало в цвет. И такой, какой можно акрил, можно шерсть, можно хлопок, можно люрекс какой-то, да, тут уже на ваше усмотрение. Вот, и можно как сделать такую своеобразную отделку. Но это уже зависит от вашей фантазии, от ваших там остатков по сусекам. Так, что-то я не туда попала. Вот, поэтому вы вот так вот. Тогда и рукав тоже обвяжите. Тоже будет красиво. Так, вот здесь я подхожу к углу. Так, по ходу убираю эти ниточки. Видите, некоторые часть я убрала, часть у меня здесь вырисовывается. Вот тут на углу нам нужно повернуть. Значит, вот 1, 2, 3, как бы 4 столбика я провязываю в этом углу, и он, ну, само по себе, видите, вот 1, 2, 3, 4 поворачивается. Вот. Далее я вяжу здесь каждую петлю, здесь у нас в каждый ряд, как бы. Тоже следим, тут уже от вас зависит вот это натяжение, тут уже не так просто, как в пряже, да. Там нам не нужно следить за плотностью, там оно само по себе. Здесь же мы, девчоночки, следим, чтобы не стянуло и не растянуло. Поэтому вот, видите, я практически через каждые 3 петли это контролирую. Лучше распустить и переделать, чем потом у вас все будет стянуто или рюшек будет. Попробуйте, если у вас не получается как бы сделать так, чтобы, видите, эта плотность совпала, попробуйте взять тоньше крючок, толще крючок, поиграться с крючками. Но я думаю, вы справитесь и так. Все у вас получится. Если вы у меня на канале, значит, все у вас получится. По-другому быть не может. Просто не может. Так. И здесь то же самое. Сейчас мы проверим. 4 ли петли нам нужно. Так, вот он наш угол. Значит, 1, 2. Вот эту подхвачу. 3. 3. Наверное, да, не надо 4. 3, девчонки. Я прошу прощения. В общем, смотрите. Значит, ну, возможно, там внизу 4, а здесь 3. Ну, вот здесь, смотрите, я 3 связала, видите, в одну петлю. И она у меня уже сравнялась со следующей, и я вяжу следующую. То есть я визуально всегда смотрю и подгоняю визуально. Вот, легло оно у меня в угол, легло, все. Я иду дальше, я не делаю еще одну лишнюю. Так, теперь я вяжу по воротнику, вот приближаюсь к спинке. Здесь в каждую петлю. Здесь они видно. Тут закрыты петли. Вот здесь уже можно пока расслабиться. Ну, хотя все равно надо смотреть за плотностью. Так, вот я подхожу к плечу. Вот оно, стык мой. Теперь плавно перехожу на спинку. И у нас будет красиво обработана горловина. Вот я на передние детали. И теперь иду по спинке. Прям сразу так
в первую же петлю, хоп, и перехожу на спинку. Теперь по спинке продвигаюсь. Я вот так вот положу, так будет, наверное, лучше. Значит, теперь мы двигаемся. Да, наверное, надо было изначально вот так вот вам положить. И в этом узоре хорошо, что он двухсторонний. Здесь, там, где будет у вас отворачиваться, да, там полы, рукава, все что угодно. В этом узоре ничего это не страшно. Все у нас как бы везде одинаково. Так что вам решать, какой узор выбрать. Но тут мне нравится больше визуально. Это такой уже заезженный. Так. Все, я перехожу на полочку. Видите, по спинке лацкан, спинка я прошлась. И теперь вяжу по полочке. Вот она, вторая полочка. Я по ней продвигаюсь к углу. Так, вот смотрите, давайте здесь перепроверим угол. 1, 2, 3. Все, 3, девчонки. Мы встали напротив этой петли. Ну вот и все. Значит, я зря сделала там 4. Хотя вы пробуйте. Вот смотрите. Смотрите, девчонки, визуально. Если у вас легло, вот смотрите, сложилось в угол. Все красиво. Мы, значит, вяжем дальше. 3 это петли, 4 это петли. Смотрите сами. Ну, в смысле, как вам кажется лучше. А здесь вот, девчонки, это последний ряд. Здесь вот она моя петля. И давайте проверим. Может, я ошиблась там. 1, 2. Нет, все-таки 3. Как ни крути, а 3 достаточно. Так что давайте на этом мы остановимся. Сделаем 3. Возможно, я там посчитала какую-то предыдущую. Я даже не помню. Надо будет при монтаже посмотреть. И теперь по низу с каждой петли я продвигаюсь и благополучно завершаю. Вот. Теперь нам осталось тут... Я почти, может, 2-3 петелечки еще раз спущу. Представляете? А я думала, не хватит. Думаю, смотрю так визуально. Думаю, боже, сейчас еще опять разрезать. Нет, все хватило. Ну, 4 еще. Не знаю, не считала. Лучше, конечно, я просто снимаю, а лучше вот так вот по чуть-чуть, чтобы тоже не портить пряжу и разрезать потихонечку, по небольшими такими отрезками. Все, девчоночки, один готов. Это у нас та ниточка, которая начало нашего вязания. Здесь можно, кстати, вот так вот затянуть и потом просто зафиксировать швейной, ну, тоненькой нитью иглой, вот так вот подшить, да, зафиксировать и кончики обрезать. Я кончики обрежу. Вот. Вот видите, да, что нигде ничего не стягивает, все гладко. 3, а тут 4. А вы знаете, 4 более квадратные. А может и нет.
Как вам кажется? Вот что вы мне скажете, девчонки? В общем, оставляю на вашу реакцию. Так, это все дело мы оббираем, отрезаем то, что у нас лишнее, потому что здесь у нас будет отворот. Вот. Все вот эти штучки-дрючки мы убираем. Да, кстати, нить я бы, конечно же, вот таким вот образом зафиксировала швейной нитью и пообрезала. В общем, сделала бы красиво, чтобы не было риска, что она вылезет вот на лицевую сторону, да. Если что, пишите, я вам шорт с маленькой сниму, как зашить, как подшить эту нить, если вы не понимаете, о чем я говорю. Все возможно, девчонки. У меня вяжут, дело в том, что и школьницы эти вещи, так что вполне себе как бы, ну, понимаю, что, возможно, кто-то не понимает, о чем я говорю, как эту нить пришить. Вот здесь у меня узелки, потому что пряжа распущена, а так, в принципе, все. Ну и переходим ко второму. Кто вяжет длинный рукав, мы связали 38 рядов, 39, 38, можно 40, ну, в общем, на ваше усмотрение. Вот, я закончила точно так же, летят у меня ошметки, как и тот рукав обвязала, ну, с учетом того, что здесь у нас отворот. Так, и теперь мы переходим к самому интересному. Определитесь обязательно с лицевой стороной. Вот. Теперь я беру последний свой клубок, привяжу. Сейчас все буду рассказывать. Значит, итак, по лацкану у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Помним, да? Значит, отсчитываем 1, 2, 3. На третью петлю привязываем эту нить. Рабочую. И начиная с этой третьей петли мы набираем петли. Так, прям отсюда 3 петли. 1, 2, 3. Вот прямо отсюда. Далее, из вот этих вот ровных петель, здесь у нас 7 рядов. И набираем, как на рукаве, из каждого ряда 1 петлю. 1, 2, 3. Ой, я тут пропустила ряд, девчонки. Смотрите. 1, 2, 3. 4, 5, 6. И вот здесь вот он, наш 7-й ряд. У меня здесь распустилась петля, поэтому я затянула. У вас будет все красиво, девчонки. Вот у меня, видите, что у меня здесь делается? Это я распустила петлю. Всего 10 петель. Далее мы переходим на петли спинки. По узору вяжем 11 петель спинки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. И теперь петли, вот видите, здесь виднее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Там просто у меня стянуто, потому что развязался узелок. 1, 2, 3, 4. Ой. 3, 4, 5, 6, 7. И теперь отсюда 3. 1, 2, 3. Точно так же, как и там. 1, 2, 3. Вот. Так, видим. И теперь мы вяжем вот эти вот, значит, здесь у меня 10, 10 и 11 по центру. Это 31 петля у меня всего. Вяжу я по узору вверх, пока не сравняется с вот этим вот лацканом. Я сейчас покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и 8 наборный ряд. Вот как контролировать. Вот у нас лацкан. Ну, я думаю, у вас все будет. Видите, вот эту петлю мы сейчас закроем. То есть вот здесь вот у нас должно все вот так вот совпадать. Возможно, еще один ряд я бы провязала, наверное. Нет, нормально. Сейчас давайте попробуем закрыть и посмотрим. Перепроверим сейчас еще раз. Здесь я закрываю петли. Так, проверим. Нет, все у нас, смотрите, все красиво, все соответствует. Значит, я закрываю все петли. Так, конец фильма. Одну последнюю я разрезаю и вот так вот завершу. Далее никуда ее девать не нужно. У нас сейчас будет обвязка, и мы будем обвязывать и спрячем эту нить. Вот я контролирую, все у меня одинаково. Итак, сейчас я вот поразрезаю, подготовлю пряжу для обвязки и будем обвязывать. Я распустила ниточку, сделала, девчонки, пришла к выводу, что лучший способ обвязки — это купить велюта в тон. Все цвета одинаковые. Если это ализе, то у них по номеру цвета, да, и по цвету, я думаю. Хотя, возможно, другая партия. Но вот это вот оббирание мне совсем не нравится. Хотя мне нравится результат, ну, что получается. Поэтому в лучшем случае это моток велюта. Вот. И я начала вязать снизу от боковушки. Я точно так же, как и предыдущий, покажу вам только сам воротник. Ну, эти места, которые мы не знаем. Здесь у нас угол. Помним, да? Как мы вязали 3. Так, здесь нужно взять обе. 1, 2, чтобы повернуть. И 3. Так. И далее вяжем каждую петлю. Так, вот эта нить, которую мы привязали. Я ее сейчас возьму вот так вот и спрячу. Вот. Так. Ну, а это мы проденем наизнанку. Так, что у нас здесь? Значит, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? И мы сразу переходим на вот эту вот часть. То есть здесь 6 петель у нас как было, так мы и провязали, а здесь у нас
было 8 рядов, по-моему. Один мы закрыли, 2, сейчас посчитаем, 3, 4, 5, 6, 7, да, 8 рядов, из них один у нас пошел на закрытие петель. Вот. И отсюда мы вывязываем 3. Раз, 2, 3. Вот видите, что мне приходится постоянно делать. Но я же говорю, итог потом, если у вас нет возможности докупить, как у меня, велюта, чтобы обвязать, то делайте так, как я. Вот, ну, перед уборкой только. Вот этот завершающий этап делается перед уборкой в квартире или в доме, потому что это капец. Что творится? Вот я сейчас иду по воротнику. Вот наш лацкан. Видно, да? Красиво все получается. Сейчас я иду по основному воротнику, обвязываю. В принципе, все точно так же, как мы и делали, вот только с воротником этим. Ничего тут нового нет, просто несколько изгибов лишних, ну, дополнительных, не лишних, они не лишние, они просто дополнительные. Так, вот я подошла к этому углу, и здесь у нас получается, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот отсюда 3. Раз, 2, 3. Так. И тут тоже мы прячем хвост. Да? То есть все точно так же, плюс 2 изгиба. Так, теперь я поворачиваюсь вниз. Вот, я довязала до угла. Теперь отсюда вот 3. Раз, 2, 3. Не забываем это делать. И вниз, и как бы по подборту, по низу все точно так же, как и в первом кардигане. Вот, вот получается наши лацканы вот такие вот красивые. И я продолжаю, обвязываю до конца. Вот, и останется нам только карман. И последний наш штрих, девчонки, это карман. Карман у меня, вот я связала заготовку, которая у меня состоит из 11 петель. Вот, и я вязала тем узором, которым у меня связан кардиган, да. Вот, 11 петель, 11 рядов. И далее закрыла эти все петли.
И далее обвязываем. Все по плану. То есть здесь я уже пообрезала, поразрезала. Вот, не знаю, сколько мне понадобится ниточки. Ну, я дорежу, если что. То есть я нить не обрезала. Я сразу ее как бы разрезала петлей и обвязываю по кругу. В этот раз я не делала цельновязанный карман. Почему-то я решила сделать так. Хотя, если у вас есть желание сделать как бы привязанный карман, чтобы его не пришивать, это все у меня уже есть в одном из видео. Там у меня кардиган, халат, ну, в общем, такой вот своеобразным вырезом кардиганчик. Там у меня карманы привязанные прям, так что перейдите в плейлист вязание руками, найдите это видео и, пожалуйста, можете не пришивать карманы, что удобнее. Ну, вот я вот захотела так. Угол делаем поворот из 3 петель. Все как всегда. И вяжем по периметру, по всем 4 сторонам обвязываем. Вот я иголочку приготовила, иголочкой буду пришивать. Мусора, конечно, не устану повторять от этого всего. Ну ничего, это же один раз, правильно же? Так. Такс. Вот он мой карман, девчонки. Лицевая сторона я сейчас продеваю вот эту нить, которой я буду пришивать. Я ее сейчас, смотрите, требуха сыпется. Сыпется требуха. Вот, вот так вот. Значит, вот моя лицевая сторона. Я ее пришиваю на основную деталь. Так, теперь одна у меня пришит один карман, значит у меня раз, два, три,
6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Я не так сделаю, я сделаю вот так вот. Так. 5. Вот оно. Вот здесь вот. А от начала. 4. Раз, два, три, 4. Вот. Вот отсюда. Вот так вот у нас. Нет, мне нужно вот так это все дело приделать. Где моя? Значит, вот таким вот образом. Вот, я пришиваю этот карман. Вот такой вот у меня карман, он как бы другой этой стороной вязания, чтобы он у меня перекликался с манжетами и отворотом. Вот, вот такой вот красивый. Надо будет заделать вот эту вот дырочку, не дырочку, а ниточку. Вот. Главное смотреть, чтобы вот здесь вот было ровно и здесь ровно. Ну, при этих узорах, при обеих, очень удобно как бы следить. И ряд видно, и петли видно. Поэтому просто единственное следите. Я сейчас вам покажу второй карман, от чего я вас как бы предупреждаю. Вот. Вот такой вот он красивый получается. Этот я, понятное дело, буду переделывать. Знаете почему? Потому что у меня ушло, видите, вот это я затянула наверх. Ну, неправильно, в общем, перекосила. Что я признаю. Вот. А этот, смотрите, этот ровненький, прекрасненький, ровненький карманчик. Вот такой вот кардиганчик. Сейчас демонстрации.
Вот он, девчонки, красавчик. Ну, красавчик же. Класс, мне нравится. И цвет такой классный. Как вам? Расскажите мне, что вы на это скажете. Красота. Простота. Красота и скорость. Ну и второе.